Неужели танки онлайн скоро закроются? В игре осталось меньше 100 человек. Правда ли, что у разработчиков осталась одна надежда на танки Classic? В этом ролике рассмотрим финансовую составляющую игры танки онлайн. Действительно ли у танков онлайн сейчас все плохо? В общем, друзья, этот ролик будет очень интересный, особенно для тех, кто ждет закрытия проекта танков онлайн. Перед началом сразу ставьте лайк. Не забывайте ставить лучший тег создателя контента ник 10 настройка вашего аккаунта в танках онлайн. Повышайте вероятность выпадения крутого дропа, а также участвуйте в розыгрыше на 20 тысяч рублей, где будет 5 победителей, ссылка на конкурс в описании. Ну давайте начнем, друзья, с далекого 2015-16 года, когда у нас был пик танков онлайн, пик онлайна. Будем основываться на финансовой отчетности, которая есть в открытом доступе у Альтернативы Гейм. Вот такая вот у нас есть шкала график, показывающий, в каком году было сколько выручки, сколько прибыли. И как видите, в нашем всеми обожаемом 2015-16 году выручка составляла меньше, чем сейчас составляет танк онлайн в 2025 году. То есть, да, вам не показалось, и выручка, и прибыль в 2025 году рекордная за всю историю существования проекта танки онлайн. Что касается графики выручки, то есть видите, в 2016 году, в 2017 показатель примерно был наравне с 2023 годом. То есть 2023 год это уже эра новых танков онлайн, и в 2016-2017 году показатели примерно по выручке идентичные были. Удивительные просадки. Просадки были в 2018, 2019, 2020 годах, прям очень жесткие. Это уже рекордные для компании, но в принципе это и понятно, потому что, насколько вы помните, кто играл в те временные промежутки, особенно в 19-18 год, в танках был какой-то период странный, ни обновлений не было, ни каких-то новостей, просто игра стояла на месте, ничего не происходило, и сам я в 2019 году из игры тоже и уходил на 3 года и вернулся вот как раз в 23 году. Частично это было связано из-за того, что просто было скучно уже в проекте находиться. Вот. А кто застал 19-20 год, напишите в комментариях, действительно ли в игре было так скучно. Ну, в общем, да, это вот такие вот самые низкие показатели по выручке у проекта за этот временной промежуток. Потом, на удивление, 21 год резкий рост показывает по выручке проект танки онлайн, и именно с 21 года, вот как парадоксально бы это ни звучало, началась эра новых танков онлайн. Как же так? Почему так получается? Многие, наверное, на YouTube там видят комментарии, как в это можно играть, тут людей вообще нет, одни боты в игре остались, никто не играет, игра уже скоро закроется, вот-вот закроется, нет, в этом году закроется, нет, в следующем году закроется. А вы посмотрите, что происходит. Посмотрите, что происходит. В 21 году огромный рост выручки, потом в 22 году он чуть-чуть снизился, и такой же показатель держался до 23 года. Хотя на тот момент, я помню, в игре, тоже, когда я возвращался в 23 году, там просмотры более-менее нормальные были, игроков как будто еще было тоже не так мало. Ну и в 23 году, это мы сейчас выручку рассматриваем, да, примерно так показатели держались. А самое интересное, если взглянуть на показатель прибыли, 23 год вообще самый убыточный был год по прибыли у танков онлайн, рекордный убыточный год. Но если рассматривать, да, вот полностью вот этот график с выручкой, то тут и в 16, 17, 18, 19 году плюс-минус тоже наравне показатель выручки стоит, показатель прибыли, точнее, стоит, в отличие от показателя выручки, там еще более-менее как-то было, да, видна разница. Но что касается 21, 22, 24, 25 годов, показатель прибыли просто отлично выглядит. Опять же, повторюсь, 25 год, посмотрите, рекордный год по количеству прибыли в игре танки онлайн. Единственное, почему-то в 23 году в минус получилось у разработчиков уйти. Мы это, кстати, частично с Орехом, по-моему, в интервью даже рассматривали, что был год, когда там даже в минус уходил проект. Но, как видите, проекту удалось устоять, и в 24 году уже прибыль была на уровне 21 года. И опять же, это больше все равно, больше, чем было за все время существования проекта. Новая эра, друзья, новая история, когда вот все пишут, нет просмотров, зачем ты снимаешь, нет онлайна в игре, кто там вообще в эту игру играет, смотрите на рекордные показатели. 24 год и 25, вот прошедший год, демонстрирует рекордную прибыль у проекта. Поэтому, отвечая на все вопросы, танки онлайн закроются, в игре действительно меньше 200 человек играет, классика нужна, чтобы спасти танки онлайн, это все неправда. Танки онлайн демонстрируют превосходное свое финансовое состояние, компания располагает огромным запасом денежных средств, что опровергает все вышесказанное по поводу закрытия проекта. То есть, друзья, танки онлайн не закроются в ближайшее время, кто вот хотел их закрыть, вам придется еще подождать, и, наверное, вам еще долго придется ждать. Классика, танки Classic созданы не для того, чтобы спасать новые танки онлайн, как вы видите. Ну и, естественно, в игре, друзья, намного больше, чем 200 человек в месяц играет. Это, конечно, тема отдельного ролика, сколько в игре онлайна, но ежемесячно, чтобы вы понимали, играет как минимум из всех открытых источников, которые просто доступны, как минимум 1200-300, как минимум. И то, это, опять же, повторюсь, из открытых источников, там через вызовы принят в самой игре, если посмотреть, примерно такая цифра с общим
максимальным количеством игроков в игре. Поэтому, если даже прогнозировать дальнейшее количество прибыли, я думаю, в 2026 году будет еще больше. Ну а дальше я не думаю, что он будет резко падать. Я думаю, на уровне 25 года, 27-28 год, вплоть до 30 года все нормально у проекта будет точно. Пишите ваше мнение в комментариях. Может, у нас есть финансовые эксперты, которые смогут лучше спрогнозировать будущее проекта Танков Онлайн, основываясь на финансовой отчетности. Почему же так происходит, друзья? Почему же так люди пишут, что у игры нет онлайна, что игра скоро закроется, что классику сделали, чтобы спасти основные танки, а на самом деле на внутренней кухне происходят совсем другие вещи, и мы видим, что у игры доходы только растут и растут. Пишите ваше мнение в комментарии, друзья. Обязательно ставьте лайк на это видео. Подписывайтесь на YouTube канал этот, если еще не подписаны. Вступайте в Telegram канал. У нас там есть общий чат для общения. Там тоже можем пообсуждать любую тематику, касающуюся танков онлайн, да и не только. Скриншот там с голдами можете сбрасывать. Не забывайте ставить лучший тег создателя контента Ник 10 в настройках вашего аккаунта. Участвуйте в розыгрыше на 20 тысяч рублей, где будет 5 победителей. Напоминаю, что ссылочка на этот конкурс находится в описании. А я всех благодарю за просмотр.